Впервые за почти 10 лет президент США в Пекине. Трамп закончит еще одну войну. Приказ вооруженным силам сложить оружие. Капитуляция стала условием переговоров. Зеленский просит срочно вмешаться. Россия готовит войну с Германией. Закон принят единогласно. Армия ждет приказа Путина. Чрезвычайное положение в РФ. Российский город на грани. 200 тысяч человек в зоне бедствия. Перестрелка в парламенте. Военные напали на правительство. Силовой захват высокопоставленного политика. Об этих и других самых главных событиях утро четверга, 14 мая. Все правильно делаете, досмотрите до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Трамп прилетел в Пекин впервые за 9 лет, и не просто с делегацией, а с витриной американской мощи. Вместе с ним главы Apple, Nvidia, Tesla, Boeing, Goldman Sachs и других гигантов. Общая капитализация этих компаний оценивается примерно в 11,5 триллионов долларов. Это почти 2/3 годового ВВП Китая. То есть за стол переговоров фактически привезли отдельную экономику размером со сверхдержаву. В делегации также Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет. Для американского оборонного ведомства это первый контакт такого уровня с Китаем с 2018 года. Встреча была почти императорской. Вице-президент Хань Чжэн, почетный караул и сотни детей с флагами. Но главное начнется на следующий день. Переговоры с Си Цзиньпином в Большом зале народа. Перед вылетом Трамп заявил, что будет просить Си Цзиньпина открыть китайский рынок для американского бизнеса. Но разговор явно будет шире. Трамп собирается поднять дело гонконгского медиамагната Джимми Лая. На столе также торговая война, иранская нефть, связи Пекина с Москвой и возможное давление на Путина ради прекращения огня. Во всяком случае, на это надеется президент Украины. Мы находимся в постоянном контакте с нашими американскими партнерами. Мы благодарны им и ожидаем, что вопрос прекращения войны России против Украины также будет поднят сейчас, пока президент Соединенных Штатов находится в Китае. Но, пожалуйста, не забывайте, что самые эффективные инструменты — это те, которые могут физически остановить россиян. Песков предлагает сдаться, и только после этого можно начинать говорить. Условия Кремля продолжают удивлять. Москва снова называет капитуляцию условием для переговоров. Уже в 3-й раз за неделю РФ требует, чтобы Украина вывела войска со своего Донбасса. Президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. Та же пластинка звучала и от помощника Путина Ушакова. Он заявил, что без вывода ВСУ из Донбасса можно провести хоть десятки раундов переговоров, но смысла в них не будет. То есть Кремль фактически предлагает Киеву сначала отдать территории, а уже потом садиться за стол. Мир по-русски: сначала сдайте землю, потом мы обсудим, почему это было правильно. Москва не смягчает позицию, а наоборот поднимает ставки. На фоне разговоров о возможном прекращении огня Кремль требует не паузы в боевых действиях, а политической победы еще до начала переговоров. Мы говорили о том, что именно так все и будет подано с российской стороны в предыдущем выпуске. Одного языка мало, теперь россиян надо защищать целиком. Россия снова придумывает себе повод для защиты граждан за границей. Госдума приняла закон, который разрешает использовать вооруженные силы РФ для защиты россиян, арестованных или преследуемых в других странах. Теперь Путин сможет применять так называемые необходимые меры. И главное, для этого можно будет привлекать армию с использованием вооружения. Закон приняли быстро и единогласно. Спикер Госдумы Володин объясняет это борьбой с репрессиями западного правосудия против неугодных. Он направлен на обеспечение защиты прав граждан Российской Федерации в случае их
ареста, либо удержания, или уголовного, или иного преследования по исполнению решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации. Россия фактически оставляет за собой право на силовую реакцию, если ее гражданина судят не там и не так, как нравится Кремлю. Мы посчитали количество граждан РФ в странах, которым Москва уже угрожала. И, как видим, это огромное количество людей и огромный потенциал к так называемой защите. А если посчитать русскоговорящих, будет еще больше. Теперь вопрос к вам. Как думаете, кто будет первый в очереди на агрессию? Но если защищать своих граждан за пределами страны, то кто защитит тех, кто живет уже в РФ? В российском Энгельсе почти весь город уже около 2 недель живет без нормальной воды. Причина – авария на главном канализационном коллекторе. Без водоснабжения, по данным издания «База», остались около 200 тысяч человек. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Канализация не работает, улицы и подвалы заливают фекалиями, а питьевую воду людям развозят спецтехникой. Это вообще капец. Во дворе выложены поддоны, начиная от подъезда, вонище. Авария произошла еще 29 апреля. Потом, во время ремонта, нашли новые провалы, пошли сильные дожди, канализация переполнилась и стоки потекли во дворы и подъезды. Роспотребнадзор уже предупреждает о риске кишечных инфекций, энтеровирусов и гепатита А. Людям советуют пить только кипяченую или бутилированную воду. Местные власти отчитались, что водоснабжение восстановили. Но жители продолжают писать губернатору, что воды все равно нет. Кремль теряет очередного партнера или это временная акция? Сербия делает шаг, который еще недавно выглядел почти невозможным. Страна впервые проводит совместные военные учения с НАТО. В маневрах участвуют около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За происходящим также следят представители США, Великобритании и Франции. Учения проходят в районе Буяноваца и продлятся до 23 мая. Сербия годами балансировала между Западом и Россией, стараясь не рвать ни с кем окончательно. А теперь сербские военные тренируются вместе с НАТО. Пусть под вывеской миротворчества, но для Балкан это все равно важный политический сигнал. Стрельба в здании парламента. В Сенате Филиппин появились вооруженные силовики, а потом прозвучала серия выстрелов. Людям кричали бежать и прятаться. Что именно произошло и кто стрелял на момент записи этого видео, неясно. Мы пока не установили, кто именно были нападавшие. Я здесь, чтобы обеспечить безопасность всех. Я не могу сказать больше, пока не войду внутрь. На данный момент мой единственный приказ – обеспечить безопасность сенаторов и обеспечить охрану комнаты с видеозаписями с камер наблюдения, чтобы мы могли установить, кто вошел и откуда именно они вошли. До этого у меня больше нет никакой информации. Все это происходит на фоне возможного ареста сенатора Рональда Дель Россе, бывшего главы полиции и якобы главного исполнителя кровавой войны с наркотиками. Дель Росса уже несколько дней укрывается в своем офисе в Сенате. Он заявил, что его арест неизбежен и призвал сторонников выйти и не дать отправить его в Гаагу. Международный уголовный суд требует его ареста по делу о преступлениях против человечности. Речь о кампании, во время которой были убиты тысячи людей, подозреваемых в торговле наркотиками. Полиция все отрицает и утверждает, что эти люди были вооружены и сопротивлялись. Второй пошел. Еще один круизный лайнер превратился в плавучий карантин. Судно Ambition прибыло во французский Бордо, но на берег история сошла уже совсем не туристическая. На борту умер пассажир, а около 1700 человек оказались в изоляции. По данным местных медиа, речь идет о норовирусе. Это кишечная инфекция, которая быстро передается и вызывает рвоту, сильное обезвоживание. Симптомы уже появились примерно у 50 пассажиров и членов экипажа. Умерший пассажир был британцем, ему было более 90 лет. Сообщается, что помимо норовируса у него был гастроэнтерит, воспаление желудка и кишечника. Для большинства людей такая инфекция неприятна, но не смертельна. А вот для пожилых и ослабленных пациентов она может стать очень опасной. Теперь вместо обычного круиза изоляция и проверки. Но самый главный вопрос: сколько людей еще могли заразиться на борту? Узбекистан ищет своего первого космонавта.
Агентство Ускосмос объявило набор кандидатов для полета на орбиту, которые хотят провести до октября 2028 года. Переговоры уже идут сразу с 3 космическими игроками – США, Россией и Китаем. Миссия должна продлиться от 10 до 14 дней. Кандидат должен быть в возрасте от 27 до 40 лет с высшим образованием, знанием иностранных языков, ростом от 160 до 190 сантиметров и весом от 50 до 95 килограммов. Отбор начнется в ближайшее время, подготовка займет от 6 до 9 месяцев. И если план сработает, в 2028-м Узбекистан получит первого человека на орбите. А вы бы хотели стать космонавтом? Пишите в комментарии. Единая Россия внезапно решила стать мягче. Перед выборами в Госдуму партия, по данным ведомостей, меняет тон. Меньше запретов, меньше жестких инициатив, больше разрешительной повестки. Депутатам якобы уже рекомендовали реже выходить с новыми ограничениями. Такой политический ребрендинг на скорую руку. Та же партия, которая годами жила в логике запретить, ограничить и наказать, теперь выступает против чрезмерной цензуры в культуре, ужесточения правил для видеоигр и снижения нештрафуемого порога скорости. Параллельно обсуждаются послабления в налогах и региональных нормах. Так, может, и VPN разрешат, а там и еще что-то вернут. Если у вас не работает интернет, вы звоните провайдеру. А если у депутата не работает интернет, он говорит сразу вице-премьеру. Ну а почему нет? Так вопросы будут решаться быстрее. Интернет в Казахстане вышел на уровень государственной драмы. У вас слова расходятся с делами, а громадное бюджетное финансирование. А вы говорите, нет, права потребителей меня не волнуют, а меня волнуют права конкурентов, которые сюда придут. Не интересует народ, те, кто входит в ваш рынок. Их интересует, он платит за услуги, я плачу 15 тысяч. Я хочу получить нормальный интернет. Нет у меня интернета. Вознаграждение Багдата Мусина, главы оператора связи, и его команды в 2025 году превысило 750 миллионов тенге. Это более $1,5 миллиона. Получается, интернет может не работать, но система вознаграждений летает без перебоев. Спасибо, что досмотрели до конца. На сегодня все. Увидимся с вами уже вечером.